Итак, попугай. Ролик хоть и небольшой, но я вам не вру. Вы нигде больше не найдете той информации, которая есть у меня в этом ролике. Это не кликбейт. Я потратил уйму времени, чтобы понять, а как, зачем, почему и нужно ли оно вообще нахрен. Ну и давайте, как всегда, начнем с базы, ибо сходу вам все равно будет непонятно, о чем я сейчас говорю. Попугаи — часть дополнения Tides of Fortune. Вы могли видеть их на артах, а теперь и на самой карте Genesis в обновленном океаническом биоме. Спавнятся они чуть ли не на половине островов и безмятежно летают вокруг, никого не трогают. Чтобы начать приручение, подходим к ним поближе и используем эмоцию. Как минимум, точно работает салют. Говорят, что и некоторые другие могут помочь, но я не проверял. Точно сказать не могу, да и какая разница, в общем-то. Так вот, салютуем попугаю и стоим на месте, пока он не сядет нам на плечо. Когда он приземлится на него, то вы увидите вот такой эффект с таймером на примерно час, за который вы должны делать что-то из следующего. Проходить с ним миссии, именно пиратские аванпосты, выкапывать клады по найденным в бутылках координатам или убивать альфачей. Телепортироваться с попугаем в этот момент нельзя, он все еще не часть вашего племени, а потому останется там, откуда вы тпшились. Если честно, то миссии я не советую вам, ибо они крайне сложные и есть еще один нюанс, который усложнит вам жизнь. Но о нем позже. Лучшими вариантами будет одно из двух. Заранее запастись кучей бутылок или заранее найти какого-то альфача, которого вы точно сможете довольно быстро убить, а затем найти попугая и взять его с собой. Почему именно так? Да потому что через какое-то время есть вероятность, что попугай ебанется и начнет заклевывать вас до смерти. Это не сбросит приручение, но за то время, что вы будете пытаться к нему вернуться и вернуть его на плечо, он может просто улететь куда-то или нарваться на неприятности. Поэтому лучшим вариантом остается жирный большой альфач или куча бутылок в одном районе. Ну окей, вот мы его приручили. А что умеет-то? Ну, в основном вам расскажут только про одно. Способность подсвечивать бутылки с картами сокровищ, каких-то существ и различные дропы. Пещерная, кстати, почему-то не подсвечивает. В целом, даже несмотря на небольшую длительность и заметный по сравнению с ней кулдаун, я по опыту могу сказать, что на самом деле без них находить те же бутылки довольно трудно, если не почти невозможно. Да и подсветка некоторых мощных существ порой очень даже помогает, хотя на первый взгляд и кажется фигней полной. О чем говорят меньше, так это имитации чата. То есть да, попугай может повторять фразы из любого текстового чата. Жаль, конечно, что не из голосового, но и не то чтобы очень, если честно. Учитывая, что чаще всего ничего хорошего в чате, что таком ты не увидишь и не услышишь. К счастью, эта функция отключается, а на хорошем сервере и хорошей компании над этим можно и приколоться, и поржать. А вот о чем не говорят вообще, так это о волшебных перьях, которые вы можете получить, если будете выполнять миссии с попугаем на плече. Где-то 7-10 миссий, и вы получаете такое перо. К сожалению, хранится оно недолго и не стакается, но может хоть полезно? Ну, и да, и нет. Как бы, с одной стороны, вы можете положить его в какой-то быстрый слот и использовать, подойдя к пассивно приручающемуся существу, как, собственно, эликсиры с крови, которые делают дисмоды. Функционал в этом плане похож, но работает исключительно на пассивную приручающуюся живку и также дает всего или аж 30% приручения со 100% эффективностью, ну или той, что у вас сейчас выходит. При этом полностью приручить перьями существо не выйдет, ибо на каждое можно использовать только лишь одно перо. Опять же, как и было с эликсиром. Помимо этого, можно ровно также использовать его, чтобы один раз дать дополнительную привязку детенышу, если она у вас еще не заполнена. Полезно ли это все? Ну, в целом, как будто может быть и да, но по факту не слишком уж удобно, ибо перья быстро портятся, а зарабатывать их относительно геморно. Даже на банальных гонках нужно убить минут 20-30, не меньше, чтобы получить одно перо. Как бы я понимаю, эликсиры тоже живут недолго, но с помощью того же дисмода набрать на них крови можно за 2-3 минуты, притом легко.
В общем, подытоживая, можно сказать, что в целом таживка прикольная и полезная, но весьма ситуативная. А учитывая, что нынче просто море разных не менее, а то и сильно более полезных и универсальных наплечных животных, то попугай как-то среди них явно теряется. Вот, например, тот же Тайтпап. Хотя стоп, это уже тема для отдельного ролика, а мы на этом пока будем заканчивать. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии и рассказывать друзьям о видосе и канале. Ну и скоро увидимся.